Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Вязание Хобби. Меня зовут Татьяна. И в этом мастер-классе я вам расскажу и покажу, как были связаны данные носочки. Что касается пряжи, это Alize Wool Time. Здесь у меня задействованы два цвета. Вот такая вот пряжа. И почему я взяла два цвета? В первую очередь потому, что я боялась, что мне не хватит пряжи. Это действительно так. Одного моточка бы не хватило, потому что у меня расход здесь 112 грамм. Моточек 100 грамм, поэтому рассчитывайте на то, что если у вас идет 38, может быть даже 37 размера и больше, вам 100 грамм не хватит. Вот, тем более вот эта высота паголенка совсем у меня небольшая. Около 10,5 сантиметров у меня высота паголенка. То есть если вы будете вязать повыше, то, конечно же, вам нужно рассчитывать на то, что нужно покупать два мотка. Спицы я брала номер 3 от самого начала и до конца. Конструкция этих носочков следующая. Смотрите. Здесь у меня сначала идет резиночка 2 на 2, лицевые скрещенные. Затем пошел узор. Узор совсем простой, абсолютно такой неприхотливый. Пятка у меня круглая. То есть это не прямая классическая, а именно круглая. Она отличается немножко от обычной классической традиционной пятки, совсем немножко. Поэтому я там все покажу. Так, и дальше мысок у меня идет вот такой вот широкий. Смотрите, по центру у меня здесь аж 10 петель. Обычно чаще всего мы пользуемся, я думаю, ленточным мыском, да. Вот количество петель между вот этими убавками там 2 или максимум 2 или 4 петли, да. Здесь у меня целых 10, поэтому это называется широкий мыс. Давайте покажу, как смотрится сверху этот мысок. Вот такой вот мысок, широкая эта полоса, и вы знаете, я первый раз вычитала вот такой вот мысок в книге «Широкий мыс». Поэтому решила использовать, попробовать. Вы знаете, мне понравился. Я думаю, что им тоже буду пользоваться. Вот, поэтому, если вам это понравится, тоже пользуйтесь. Так, и пятка подкова, да, пятка круглая. Ее еще называют французская. Что касается размера этих носочков, то они связаны на 38-40. Однако они связаны на широкую ногу. То есть здесь я набирала 60 петель. Поэтому, если вы вяжете на обычную ногу, конечно, 60 петель будет для вас много. Так, вот по моему опыту, смотрите, я сейчас вам скажу, а вы, наверное, уже сами затем посмотрите и ориентируйтесь на свое количество петель, на свою плотность вязания. Так, если размер 32-33, достаточно 48 петель. Если 34-35, 48 петель. 36-37, 52 петли. 38-39 тоже 52 петли. 40-41 достаточно также 52 петли. 42-43 56 петель. 44-45 размер 56 петель. Ну а если 46-47 60 петель. Ну это в принципе вот такой мой опыт вязания таких носков именно из пряжи Alize Wool Time. А вы уже смотрите сами по количеству петель. Так, вот это вот обязательно учтите. Так, все. На этом все. Начинаем с вами провязывать. Итак, берем пряжу в работу. Вот такой вот Alize Wool Time. 200 метров в 100 граммах. Состав 75% супервош и 25% полиамид. Сейчас спицы берем в работу номер 3. Я буду вязать методом Magic Loop. Если кто-то не умеет этим пользоваться способом, вы можете вязать и на чулочных, то есть на 5 спицах. Так, что касается этого способа, он, на мой взгляд, очень удобный. Можете посмотреть отдельно видео. Там я подробно объясняю, как пользоваться спицами с длинной леской, вот такими, для того, чтобы вязать именно по кругу. Так, сейчас мы с вами набираем 60 петель. Я буду набирать следующим способом. В первую очередь отмеряем нужную длину.
Вот смотрите, можно взять вот таким образом, намотать на спицу 10 раз. Вот таких витков 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10. И это будет примерно вот такая нужна длина для того, чтобы набрать 10 петель. У нас 60 петель, значит, примерно 6 раз вот таких вот, такого вот расстояния мы с вами берем. Так, вот у нас уже есть 4, это 5, это 6. Ну, еще немножко, скажем, в запасе, чтобы было где-то 6,5. Вот так вот, наверное, достаточно. Так, набираем следующим образом. Первое, спицу под нить, палец указательный сверху. И вот так провязываем первую петлю двойную. То есть у нас уже 2 петли есть. Дальше я буду выполнять следующим образом движение. Сначала с указательного пальца вот ту ниточку, а с большого вот эту. Заводим в петлю и опускаем на спицу. И повторяем: с указательного дальняя нить, а с большого ближняя. Таким образом набираем 60 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Вы можете набирать каким-то своим другим способом, не обязательно таким. После того, как мы наберем эти петли, мы замкнем вязание в круг. Так, после того, как набрали 61 петлю, замыкаем вязание в круг. Вытягиваем леску в 2 местах. Так, сейчас смотрим внимательно, чтобы петли были правильно все повернуты. Так, вот смотрите, у нас вот таким образом будет замыкаться вязание в круг. И вот эти вот петли наборные, они должны быть внутри. Все аккуратненько пересмотрите. Так, сейчас вот эту вот петлю первую мы снимаем на правую спицу, а последнюю вот эту набрасываем на первую. И снимаем. Подтягиваем ниточку. Так, вот мы с вами вязание в круг замкнули. Сейчас повесим маркер. Так, и начинаем провязывать резиночку. Резиночка у нас будет, смотрите, 2 на 2. Лицевые будут скрещенные, а изнаночные обычные. Так, лицевая скрещенная вяжется за заднюю стенку. Вот за ту. Первая петля провязывается аккуратно. С самого начала немножко тяжело будет. Так, вторая петля тоже за заднюю стенку. Вот так. Дальше идут изнаночные. Изнаночные будут обычные. Первый ряд всегда более тяжелее. Так, лицевые за заднюю стенку. А изнаночные обычные. Значит, что касается лицевых, вот у нас это вот передняя стенка, а там задняя. И мы именно за заднюю стенку будем провязывать лицевые петли. Так, доходим до конца ряда. И вы знаете... Итак, первый ряд у меня уже провязан. Так, 2 лицевые скрещенные и 2 изнаночные. 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные. Вот эти вот видны. Это 2 скрещенные. Дальше 2 изнаночные. Так, следующий ряд у меня будут все петли обычные. То есть я буду уже провязывать лицевые петли за переднюю стенку, не за заднюю. Вот у меня уже полряда провязано. То есть у меня получается вот 2 лицевые обычные за переднюю стенку, 2 изнаночные, такие же, как и были в первом ряду.
Вот я дохожу до лицевых петель, провязываю за переднюю стенку. Вот так. И второй точно так же. А изнаночные так же, как и были в первом ряду. Лицевые сейчас за переднюю стенку, а изнаночные обычные. И так я буду чередовать эти два ряда. То есть следующий ряд у меня будет 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные обычные. А затем опять все петли будут обычные. И таким образом я провяжу всего 10 рядов. Провязываем дальше самостоятельно. Итак, 10 рядов уже провязано. Вот такая вот резиночка получается. И сейчас вводим узор. Узор совсем простой, абсолютно такой неприхотливый. Состоит из 4 петель и 4 рядов в высоту. Значит, смотрите, первый, второй ряд это резиночка 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. Третий, четвертый ряд это все лицевые петли. Так, провязан у меня уже полностью вот этот паголенок. Так, сменяла я нить. Для себя вы смотрите сами, можете вставлять какие-то полоски, можете вязать только одним цветом. Так, сейчас приступаем к вывязыванию стенки пятки. Что такое стенка пятки? Это вот эта вот часть носочка. Вот она. Вот это стенка пятки. Так, что касается этой стенки пятки, для своего размера 39-40 у меня будет 6 сантиметров. То есть высота вся стенки пятки у меня 6 сантиметров. Поэтому в рядах у меня получается 22 ряда. Так, и будем вязать вот эту вот круглую пятку. Вы сейчас перейдете по ссылке, которая появится в правом верхнем углу, и посмотрите отдельное видео. Там я подробно рассказываю, как я провязывала вот эту пятку, стенку пятки, чашечку, набирала петли вот эти по бокам стенки пятки и формировала клин подъема. Там я все подробно рассказываю. После того, как будет выполнена последняя убавка, у меня провязано еще 38 рядов без убавок до формирования мыска. Так, то есть у меня вот эта вот длина на мой размер, который я вяжу, это 39-40, да, у меня получается длина стопы, смотрите, вот 39-40, где-то 20-20,5 сантиметров до мыска. У вас размер может быть другой, поэтому вот эта вот длина, я сейчас вам покажу ее. Так, вот от пятки и до мыска. Мысок у меня вот где начинается этот цвет, да. Так, вот смотрите, провязано 20,5 сантиметра. То есть это у меня, ну, где-то 39-40. Вот поэтому вы смотрите сами, определенное количество рядов вяжите, чтобы у вас была вот эта длина стопы конкретно для вашего размера. После того, как мы свяжем вот это вот количество рядов, мы сейчас переходим с вами к мыску. Вот в этом носке уже такой вот мысок есть. Смотрите. Вот он так виден в нижней части. Одинаково, да? И в верхней части. Вот такой вот называется широкий мыс. Очень довольно-таки симпатично смотрится. Провязывается легко. Так, сейчас перейдете по ссылочке. Она появится в верхнем правом углу. И посмотрите, как провязывается этот мысок. Дальше петли, конечно, закрываются швом петля в петлю. Тоже есть на канале отдельное видео. Если кто-то еще не умеет этим швом пользоваться, попробуйте, у вас тоже все получится. А если не получится, напишите. Мне просто вот интересно, действительно, после моего видео, кто не понял, как закрывать петли швом петля в петлю. Так, все. На этом у нас все. Если это видео было вам полезно, мне будет очень приятно. Нажимайте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если кто-то еще не подписан.
И, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!